Hello everyone, я вас всех приветствую. Скажу сразу, данное видео не несет в себе характер облить помоями игру. Здесь будет лишь обоснованная критика и плюсы, которые можно найти в игре. Начнем с самого важного аспекта любой из игр серии – геймплей. Здесь у нас с вами раскрывается сразу важный момент. По сути, в этой части франшизы заложено две других части. Геймплей будет значительно отличаться. Это Resident Evil 7 плюс Resident Evil 2 2019 за Grace и Resident Evil 6 и Resident Evil 4 ремейк за Леона. Плюс этому способствует свободный выбор камеры, но сами разработчики рекомендуют как раз вид от первого лица за Grace и от третьего лица за Леона. Расчет игры под определенную камеру отлично прослеживается. Теперь поговорим об обратной стороне медали. Начнем за Grace. Поначалу в игре отлично прослеживается элемент выживания, у вас ограниченное число ресурсов, вам тяжело защитить себя, вокруг много различных зомби. На классической сложности еще нужна и чернильная лента для сохранений. Пока что для survival хоррора все идет хорошо. Вас порадует разнообразие зомби в начале игры. У многих из них есть свои особенности поведения. Например, кто-то не любит свет, этим можно воспользоваться. И чтобы выманить этих зомби, достаточно прокрасться и включить свет в другой комнате, а потом безопасно пройти. Местные горничные озабочены уборкой и очень любят кровушку. Также есть пациенты с капельницей, которые очень не любят шум. Этим тоже можно воспользоваться. Вы можете создать шум рядом с другим зомби, и пациент с капельницей просто уничтожит его. Также на кухне вы можете встретить здорового повара с тесаком. И лучше вам не попадаться ему на глаза. Очень выносливый и бьет больно. Также будет и профессор Преображенский со своим тесаком. С ним тоже будет один сюрприз. Две местных певицы вас тоже наверняка порадуют. У них тоже есть свои особенности поведения. Вот этот кусочек жанра сюр-хоррора перестает работать через пару часов игры. Как вы найдете все необходимое для выживания, и зомби перестанут представлять для вас проблему, и больше не нужно будет изучать их повадки и пользоваться этим. Да и беспокоиться о выживании тоже, так как ресурсов будет достаточно, и в принципе во второй половине игры уже этих особенностей зомби и не будет. Ну и, конечно, неотъемлемая часть этого сегмента игры – это небольшой инвентарь и комната сохранения с сундуком. А теперь мы плавно переходим к вытекающим проблемам игры за Grace. Что есть такого в Resident Evil 2 2019 и Resident Evil 7, чего нет у Grace? Прогрессии игры и развитие опций прохождения. В RE 2 2019 зомби хоть и не обладают уникальностями, но есть один важный момент. У Леона и Клары есть неплохой арсенал и подручные средства для продвижения. Помимо пистолета у вас обязательно могут быть дробовик, гранатомет, УЗИ, магнум, ну ладно, огнемет и даже электропушка. Ну и подручные средства в виде двух разных гранат, взрывной и слеповой, что также открывает дополнительные опции. И немаловажный момент, у того же гранатомета несколько видов гранат, а многие оружия можно улучшать. В RE 7 тоже был практически идентичный набор, но с возможностью крафта и получения убойных пуль на пистолет, как альтернатива обычному. За место улучшения оружия, собственно, как это было в Resident Evil 2 2019. Другой аспект, что в RE 2 2019 и даже в RE 7 вы могли отстреливать врагам конечности, например, ноги. И это открывало дополнительные опции. Здесь же у Grace такой возможности нет. И теперь немаловажный момент. В RE 2 2019 была и прогрессия врагов. Начиная с зомби, и потом вам будут и собачки, и лизуны, и здоровые
PUBG-паразиты вместе с зомби-растениями под конец. В RE7, конечно, не фонтан в этом плане, но и в нем сумели сделать пару разных противников. Ну и самое главное, битвы с боссами. Что в RE2 2019, что в RE7, их было немало, и все они вам запоминались и сделаны хорошо. А что же мы имеем у Грейс? Ничего. Битв с боссами вообще нет. Но оно и понятно, с ее-то возможностями в виде пистолета и немногочисленного по ресурсам магнума. А в остальном это пустые банки. И ко второй половине игры появятся молотовы и в конце кислотные склянки. И все. Касательно врагов, зомби и еще раз зомби. И один голодный толстячок, с которым и биться-то толком не надо. Его легко устранить. Ну и дико заскриптованный преследователь в строго отведенных местах. Битвы с ним не будет. И в конце игры появится новый, хорошо знакомый старый враг, и у Леона в том числе. Ну и не стоит забывать про наличие Кримсон Хедов из зомби у обоих персонажей. Если вам очень понравился сегмент игры The Grace, и вы не играли, а также не видели Resident Evil 2 2019 года, то я вам настоятельно рекомендую это исправить. И следующую минуту видео пропустить, чтобы не увидеть все сюрпризы игры. Ну а для тех, кто уже в курсе и не будет пропускать, я лишь подведу небольшой итог. Наличие разнообразного оружия и врагов вместе с боссами — это хорошо, но Resident Evil 2 2019 года держит очень грамотный баланс в появлении новых оружий и врагов для игрока. Благодаря этому игра не успевает вам наскучить однообразным сегментом и действиями. Вы можете сказать, что для этого в Resident Evil Requiem есть Леон. Но ведь за Грейс вы будете играть как минимум половину игры. А если она вам наскучит? Или в каких-то моментах станет душновато? Ведь это все равно все придется пройти. Но на самом деле из-за Леона есть свои не очень хорошие нюансы. Давайте теперь перейдем в другую игру за Леона. У него есть возможность парировать атаки врагов, добивать их, как топориком, так и с ноги. Имеется различный набор оружий, даже магазин завезли с новыми оружиями и возможностью улучшений. Можно найти пару блинков, правда вот гранаты остались лишь взрывные. Ну да ладно, флешки, видать, забыли завести. Сундука у него нет, как собственно и необходимости иметь с собой ленту для сохранения. Да и кейс большой при себе имеется для разного добра. Ну и пародия на бронежилет в магазине тоже продается. Хотя толку от него не особо. За уничтожение врагов вам начисляют кредиты на баланс. Правда, в большинстве случаев по 500, либо 1000. И не имеет значения, что это за враг. В основном всегда так. И еще один знакомый аспект для всех: из врагов очень часто будут выпадать ресурсы. Чем Грейс, конечно, похвастаться не могла. Там только кровушка для инъектора, а тут с вами любезно поделятся боеприпасами даже монстры. Вы спросите, что могло пойти не так? Начнем с простого. Магазин. Отсутствие харизматичного торговца, как было в Resident Evil 4, это ладно. Пострадал другой аспект – прокачка оружия. Теперь по умолчанию вы можете сделать только по 2 уровня улучшений каждого типа, и если сбили всех енотиков, откроется 3-й уровень. Но навряд ли кто-то найдет их всех при первом прохождении. Да и в конце игры 3-й уровень на стандартной сложности навряд ли вам понадобится. А что плохого в новом магазине, спросите вы? Ну, помимо меньшего количества улучшений, чем в Resident Evil 4, это ладно, не проблема. Так ведь в Resident Evil 4, когда вы делали полное улучшение оружия, у него открывался особый апгрейд. Так было как в оригинале, так и в ремейке. И это добавляло уникальности каждому оружию, а также варианты прохождения игры для вас. Здесь же у нас такого нет. И более того,
Изначально у всех оружий можно увидеть по полосочкам их характеристики, максимум которого можно достичь улучшения. Также здесь присутствует проблема из Resident Evil 8. Большинство базовых оружий не имеет смысла прокачивать, за исключением снайперской винтовки, если вам нужен именно урон, так как в магазине продается задешево более лучший аналог. Отличный пример – пистолет или дробовик. Поэтому смысл в некоторых оружиях и их прокачке пропадает сразу, при возможности купить новое. Идем дальше. Теперь поговорим о врагах. У Леона будет вначале забавный мини-босс Толстячок, а потом вы погуляете по местам боевой славы Грейс и, соответственно, встретитесь там с зомби и Кримсон Хедами. Чуть дальше пройдя, вам встретится новый противник, толстый, здоровый, пупыристый зомбак со своими особенностями. Это будет наш новый противник в паре моментов игры. Ну и ни для кого не секрет, что во второй половине игры Леон прибудет в Ракушкино. И здесь начинаются проблемы дальше. Сначала игра встречает нас новым боссом-пауком. Этот момент как ирония над Resident Evil 2 2019 и Resident Evil 3 2020 года с отсутствием таковых врагов. И вроде бы здорово, но затем начинает проявляться недостаток игры за Леона. Основные враги, что вас ждут дальше, это зомби и еще раз зомби. Будет парочка зомби с огнестрельным оружием, также секция с минометным обстрелом. Ну и, конечно, несколько бронированных зомби-бензопильщиков. Спрашивается, откуда он там взялся? Вопрос. Ну а большинство врагов это обычные зомби. Либо зомби с молотом, который он может крафтить из бетона под ногами, если запустит его в вас. Ну и зомби с копьями. Все. На этом список ваших противников до финальной стадии игры закончился. И ладно бы, ведь счастье не в количестве видов противников, а их проработке. Но, к сожалению, или для кого-то к счастью, зомби совсем не противники для Леона с его имбовым топором. Если за Грейс способов защиты особо не было, то вот Леон с помощью его топорика блокирует атаки и, самое главное, расправляется как добиваниями или просто из-за спины над бедолагами-зомбаками. А ваш топорик можно использовать бесконечное число раз. Просто заточить его, когда прочность закончится. И, естественно, игрок будет активно пользоваться топориком. Почему нет? Механика игры заточена под него. И в целом, представлять какую-то опасность будут только Кримсон Хеды при встрече. Но и их легко успокоить парой выстрелов дроби и затем топором по голове. То есть у разработчиков был просто громадный простор для фантазии, чтобы придумать новых мутантов и прочую живность. Но они предпочли сэкономить и душить Леона беспомощными зомбями. Если провести параллель с четверкой, ну, помимо большого разнообразия мутантов, там даже обычные Гонада были более опасными противниками, нежели просто слоняющиеся зомбаки. Или он там не мог бесконечное число раз размахивать просто так ножом и всех добивать. Был баланс. Здесь же развлекайтесь, если вам весело. Хотя я и не спорю, и здесь бывают непростые ситуации, которые могут заставить вас попотеть. Но это не отменяет факта об однообразии противников по ходу игры. Теперь давайте обсудим аспект, который кому-то может понравиться. Лично, на мой взгляд, это минус и совсем не идет Резиденту. Кто-то мечтал вернуться и погулять по Ракушкино, я не спорю. Вот только большинство локаций в первой части города вышли такие себе. Неужели вам может понравиться бродить по затопленной парковке в темноте с фонарем? Или, например, прыгать по развалинам стройки. Либо гулять по старому складу и прыгать по коробкам. И вот эти вот серые руины и темные места, оно надо вообще Резиденту? Вы вспомните локации из Resident Evil 4, например.
деревню и ее окружение, вторую часть игры в замке. Да даже на острове в конце было на что посмотреть. Поэтому здесь я бы избавился от этих локаций в игре и лучше бы сделал что-то более знаковое. Например, развалины часовой башни Михаила. Или еще какую локацию из прошлых Резидентов, что не вошли в тот же Resident Evil 3 2020 года. Я уверен, это порадовало бы куда больше игроков, чем эти разрушенные бетонные джунгли достройки. Скорее всего, вам запомнится дуэль на бензопилах в местной заправке Стагла. Хотя выглядит это совсем не к месту. Откуда здесь взяться бронированный зомби-бензопильщик? Ну и, наверное, единственный положительный момент в грамотном использовании подобных декораций — это разрушенное большое здание со стеклянным полом, где для особо умных игроков даже дают подсказку, что надо делать и как поступать с местными зомбями. Вероятно, это единственный креативный и оригинальный момент в вашем приключении по Ракушкина. А вот момент с минометным обстрелом, ну тут уже решайте сами. Понравился ли он вам? Или скорее успел пораздражать происходящим? Вообще, первую часть города Ракушкин до завершения сбора 3 частей детонатора я бы назвал просто растяжением игры и не более того. Повторюсь, простора для фантазии было просто море у разработчиков. Можно было придумать много различных мутантов. В конце концов, взять уже готовеньких из прошлых частей. Ну, как есть. Кому-то может наоборот понравиться бродить по подобным заброшкам. Но я задам вам еще раз вопрос. А нужны ли подобные локации для Резидента с его игровым процессом? Не проще ли поиграть в Fallout, например? Или изначально заточенный под подобные локации Last of Us? Ведь в том же Fallout игровой процесс весьма неплохо построен на исследовании руин и подобных мест. И там это делать гораздо интереснее и полезнее. Здесь же, в этом Резиденте, кроме очередных зомби или пары лишних пачек патронов, в большинстве случаев вы навряд ли найдете что-то более интересное. Ну, за исключением нового вида оружия, но это скорее разовая акция. В общем, я лишь хотел сказать, что можно было подойти более ответственно к локациям города Ракушкина. Что будет посещать Леон, и сделать их более креативно и насыщенными на разные интересные события и ситуации. Вдохновение им есть где черпать. Ну а далее вас, вероятно, порадует эпизод под копирку из CGI фильма по Resident Evil Vendetta с погоней на мотоцикле. Выглядит он зрелищно и, конечно, нелепо местами, но свою функцию выполняет отлично, особенно для тех, кто не смотрел этот CGI фильм. После нас будет ждать вторая секция Ракушкина. Выполнена она гораздо лучше и интереснее, чем прошлое. И вместе с этим большая порция ностальгии с фан-сервисом. Единственное, я бы добавил больше флешбеков и памятных моментов, чтобы еще сильнее произвести впечатление на игрока. После посещения мест былой славы будет ожидать неплохая босс-битва со старым знакомым. Вот только здесь он скорее просто для фан-сервиса. Да и битва будет короткой, и вы не успеете насытиться. Далее, чуть дальше, будет ждать банальный мини-босс Сорняк, в прямом смысле этого слова, который ностальгии ради решили назвать растение 43, в честь 42-го из самого первого Резидента. Ну и, наконец, финальная часть, в которой появится очередной старый знакомый противник. И, наверное, снова в качестве фан-сервиса больше. Ну и сюрприз в виде нескольких противников, не свойственных классическим резидентам. И, конечно же, фан-сервис бой по типу с Краузером на ножах,
как это было в 4-м Резиденте. Ну и финальный босс внезапно будет иметь 2 стадии. Правда, 2-я стадия это просто копирка босса из одного прошлого Резидента, выполняющая функцию, опять же, скорее фан-сервиса. Собственно, все. Я не стал подробно описывать каждого босса или противника вместе с локациями, и демонстрировать я их не буду, чтобы уже совсем всю игру не пересказать. Но то, что я озвучил, это было сделано с целью показать вам, насколько беден по противникам и боссам Resident Requiem. И насколько с ними будет интересно сражаться. То есть, проявлять фантазию разработчики действительно не захотели. И решили фан-сервисом перекрыть эту проблему. А что-то взять у других игр похожего жанра. Например, Last of Us. Кстати, даже несмотря на экшен-направленный геймплей за Леона, по итогу динамика боев и особенно анимации добивания врагов достаточно неспешна. В Resident Evil 4 ремейке все было гораздо динамичнее и драйвовее. Да и сам персонаж не особо быстро бегает здесь. Скорее всего, это было сделано в угоду баланса, естественно, особенно за Грейс. Но теперь настало время немного обсудить, насколько плохой и кринжовый сюжет в этом Резиденте, и как много у него проблем, а также диалоги. Я не буду его разбирать сейчас полностью и приводить много примеров на протяжении всей игры. Мало ли кому-то интересно будет поиграть ради сюжета в Resident. Да и растягивать хронометраж ролика тоже не будем. Итак, если вкратце и без лишних подробностей и спойлеров, злодеям нужна Грейс, так как она является ключом к последнему творению Спенсера. Что для этого было предпринято? Нанят непонятный культист, который проваливает задание. Затем злодеи забывают о Грейс на целых 8 лет и решают сделать ее клона. Но что-то пошло не так. И снова был придуман гениальный план – заманить Грейс в тот самый отель, где было совершено нападение 8 лет назад, чтобы наконец заполучить ее в свои руки. Что опять могло пойти не так? Зачем-то на нее был натравлен зомби-коп с дробовиком, который чуть было ее не застрелил, но укусил. А Грейс, вместо того, чтобы вызвать подмогу или взять оружие, отправляется на звуки музыки сверху. И, наконец, Гидеон заполучает Грейс спустя 8 лет. Что он решает сделать дальше? Забрать ее сразу в лабораторию? Нет. Он отвозит ее в свою клинику и берет у нее на анализы кровь. А саму ее в подвешенном состоянии оставляет в очень опасном крыле больнички вместе со страшным монстром, о котором, между прочим, должно было быть известно, исходя из записок в игре. А затем по итогу еще и решает замести следы и избавиться от своего пансионата, и выпускает вирус наружу, заражая весь персонал. Ну а про Грейс и ее важность будто забывает. Потом, при очередной случайной встрече, снова позволяет ей убежать. Ну и ладно. Знаете, что больше забавно? Организация, которая хотела заполучить Грейс, имела связи в правительстве. Элитный отряд спецназа, вероятно, под руководством самого Ханка. Они следили за Грейс очень долгое время. Она вела одинокий образ жизни. Что им мешало спокойно спланировать ее похищение? Ну, так было бы неинтересно. А я вам еще раз напомню, насколько важна Грейс и что мы имеем по итогу. Я так долго искал тебя. Ты ведь не такая, как другие. Ты уникальна. Результаты всех тестов положительные. Могу подтвердить, что именно ее мы искали все это время. Я знал, что искал именно тебя. Особенно избранную. Я ждал тебя, Грейс. Но благодаря тебе мы можем создать новый, лучший мир. Все в твоих руках. Ты ключ к получению Элвиса. Все это можно подкрепить одной картинкой, описывающей гениальность сюжета и происходящего.
Банальности вроде нужного ключа на руке пациента с кучей инструментов вокруг, но нет же. Надо сначала прорваться через зомбей и прочие опасности, собрать органы вместе в разных концах больнички, после этого оживить пациента и расправиться с ним, чтобы наконец получить ключ. Но это уже ладно, условности игры, не будем придираться к этой и другим подобным ситуациям по ходу сюжета. В завершении первой части игры, после всех приключений Грейс, злодеи снова будут ждать ее неподалеку и, сказав в очередной раз, насколько она важна, наконец заберут ее с собой в ракушки. И тут сценаристы, ради фан-сервиса, куда бы вы думали, отправят Грейс? Правильно, в участок RPD. Зачем? Чтобы на единственном рабочем ноутбуке показать ей пару важных кадров о прошлом и связи с ней, а уже затем отправиться в финальную локацию, куда изначально и собирались. Что мешало показать ей все то же самое в лаборатории? Ну, тогда не было бы важности RPD локаций. Ну и касательно диалогов. Некоторые из них поражают своей гениальностью. Вспоминается самый первый Резидент. Вот вам несколько ярких примеров. Что вообще? Кто здесь? Здесь кто-то есть? Прости, если напугала. Катаракта. Ты не видишь, да ведь? Оба. Оба. И Элпис. Элпис. Не разумом человека. Разумом? Ты что, глухой, что ли, ебаный урод, блядь? Не подходи к ней! А что с вами? Уходи! Уходи! Нет, нет, держитесь. Нет, нет, нет. Он мертв. Это я, Крис. Это ты, Ребекка? Подожди-ка, что это? В моем исполнении звучит немного необычно. Крис, могу я потренироваться немного? Хорошо, просто расслабься и играй. Хорошо. Ну, в общем, ладно. Начала уже достаточно, чтобы усомниться в адекватности сюжета и происходящего. А про канон вселенной я вообще молчу. Эта часть окончательно показала, что разработчики сами не знают, чего хотят. Это уже тема отдельного ролика. Вам не стоит задаваться лишними вопросами о сюжете данной игры. Просто расслабься и играй. Давайте лучше перейдем к другому аспекту. По поводу загадок, в игре их как таковых не будет. Скорее выполнение инструкции из файла, либо ввод кода и сбор предметов и их использование. За исключением секретной загадки, которая удовольствия вам явно не доставит, и не факт, что вы будете ее разгадывать. Она не обязательна для сюжета. Что еще не упомянули? Наличие возможности скрафтить или с помощью монетки добыть два вида стимуляторов на здоровье и урон. Только у Грейс. Как было в 7-й части. И несколько видов сувениров-брелков, что занимают слот и дают небольшие бонусы. Кстати, инвентарь у Грейс небольшой, в отличие от Леона, зато есть сундук и машинка. Звуковая часть у игры тоже очень слабая. Мелодия сейврума неплохая,
но она еле прослеживается и навряд ли запомнится. В остальном же эмбиента как такового практически нет. Лишь бывают иногда боевые мотивы у Леона или же некоторые другие звуки. Ну и в RPD приятные нотки ностальгии одной из крутых мелодий прошлого проскальзывают. Собственно, по звуковому оформлению, наверное, RPD вам и запомнится больше всего за счет грамотной нотки ностальгии, и пока будете решать квест с поиском бонусных вещей, гуляя по доступным помещениям. Визуал у игры получился весьма неплохой, оптимизация тоже, а фишечки с RTX хорошо укладываются в первой половине игры, когда темнота и свет играют важную роль в геймплее. Хотя, начиная со второй половины в Ракушкина, красота визуала начинает проседать. Ибо что красивого в серых развалинах и темных затопленных парков до склада? Ну и нагрузка с оптимизацией в открытых пространствах явно будет побольше. В целом, RE Engine хороший движок, и практически калькуляторы могут запускать игры на нем. Если вы обратили внимание, начало игры сделано чисто в маркетинговых целях. Показать красоту RTX отражений и освещения, и силу видеокарт NVIDIA. Потому что потом многих прелестей вы уже не увидите. Это только в основном начало игры. Ну что, давайте плавно переходить к выводам. В некоторых моментах создается впечатление, что какие-то детали делались на скорую руку, а что-то было добавлено уже в процессе разработки, а где-то весьма странный баланс. Почему игра получилась вот такой? На разных этапах разработки были разные идеи. Когда-то хотели сделать кооператив, когда-то хоррор-акцент на Леона. Но после успеха ремейка 4, вероятно, и было принято решение сделать игру по его лекалам. Ну и заодно по типу прошлых успешных частей RE 2 2019 и RE 7. Capcom просто не знали, как лучше поступить, и поэтому решили, а давайте попробуем угодить всем. Если посмотреть на итоговые оценки журналистов и людей, мы увидим 90 баллов в среднем от журналистов и 9,4 балла от игроков. Ну и продажи 5 миллионов копий за 5 дней. Большую роль успеха сыграла реклама и пиар-компания. Также не зря много сил было вложено во внешность и подачу Леона. Ведь это один из символов серии как-никак. По классике в игре используется немало готовых наработок из прошлых частей. Можно увидеть немало сходств и у локаций, и у врагов. Например, в лечебнице есть места, очень похожие на замок Димитреску. Да что уже говорить, в игре встречаются даже предметы из 8-го Резидента. А местная певица просто вылитая одна из ее дочерей. Почему это играется не так хорошо, как прошлые части, на которые она старается быть похожа? Я ранее вам уже описал и показал ключевые моменты. Ну вот, посмотрите пример боевого геймплея из ремейка 4-го Резидента. Это совсем другой уровень исполнения. В этом же Резиденте была сделана очень большая ставка на фан-сервис и ностальгию фанатов. Возможно, Capcom не прогадали. Продажи и рейтинги говорят сами за себя. Но на мой взгляд, игра получилась довольно слабой.
и даже однообразные места. Она не смогла быть глубоким, хорошим, классическим survival-хоррором The Grace, а также не смогла быть красивым и приятным экшеном за Леона по ходу всей игры, как это было в ремейке 4 и даже оригинале 4. Также в игре есть пара душных моментов и нелепых ситуаций. В общем, это довольно средняя игра, которая старается создать иллюзию, будто она одна из лучших в серии. На самом деле, выше 7 баллов из 10 я бы ей в принципе не поставил. Это просто ее максимум, если постараться найти все возможные плюсы и не заострять внимание на минусах и других успешных частях. Слишком много косяков и нелепостей. Ну и оба вида геймплея слабые и местами однообразны. В некоторых случаях игра будто не тестировалась. Просто отлично сработал маркетинговый отдел, который показал нам очень сочные кадры из первой половины игры. И это продало игру практически всем. Но еще со времен первого трейлера я уже уловил схожие анимации с RE 6 и некоторые другие моменты. Например, зомби, атакующие звуковой волной, уже были также в RE 6. Боевой костюм Леона тоже прямиком из Резидента 6. И все это вызвало у меня уже тогда подозрение, что что-то тут не так. В RE 4 ремейке и даже в оригинале игровой процесс был очень продуманным и просто затягивал игроков своей реиграбельностью и интересом. Не зря же на него все равнялись. Даже банальное исследование локаций было сделано на высоте. Вы находили различные сокровища и имели просто кучу различных опций и средств вместе с ситуациями возможности расправы над врагами. И, как я уже говорил, присутствовало большое разнообразие. Здесь же у Леона, к сожалению, этого совсем нет. И, как уже говорилось ранее, сегменты игры The Grace тоже, к сожалению, очень быстро сдуваются и не могут предложить игроку какое-то разнообразие, что могли предложить RE 2 2019 и RE 7, на которых игра, между прочим, очень ориентируется. Ну и у игры присутствует еще одна болячка современных релизов от Capcom. В игре просто напрочь отсутствуют бонусные режимы и хоть какой-то стимул к ней снова возвращаться. Кстати, чтобы никого не обидеть, из игры была полностью вырезана система рангов и статистики игрока. Оставили только время прохождения. В общем, довольно печальная картина получается на релизе. Разработчики пообещали в скором времени выпустить какой-то бонусный режим и сюжетное DLC. Но я очень сомневаюсь, что что-то может помочь этой игре стать лучше. Как говорится, дорога ложка к обеду. Несомненно, в игре есть пара приятных и ярких атмосферных моментов. Но, к сожалению, этого всего очень мало, и я могу лишь только понадеяться, что такой огромный успех этой части игры не вскружит голову Capcom, и они снова не выберут неправильный вектор развития игры и подход к ее разработке. А пока что мы имеем весьма среднюю игру, о которой большинство забудет после первого или второго прохождения на платину. Ну и для тех, кто досмотрел обзор до конца, вот вам небольшой бонус о тайнах сюжета и забавных моментов в игре. Сейчас будет небольшой спойлер, но думаю, никого он не испугает уже. Практически в конце игры можно будет увидеть один портрет с буквой М на нем. Находится он в тайном кабинете Спенсера. Забавная история с ним получилась. Говорят, что разработчики в первом патче изменили его, а на портрете изображена Миранда, с которой встречался Спенсер. Держит она в руках ребенка. И скорее всего, этот ребенок и есть наша Грейс. Многие этот момент упустят, но вот вам небольшой повод задуматься. Если кому был интересен вопрос, а кто родители Грейс? И почему она так похожа на Розу? Спенсер и Миранда были очень близки,
и главной целью Миранды было воскресить Еву, используя плесень. В общем, прямых ответов пока нет, но, возможно, я попал в точку, и Грейс является той самой. Забавный момент. В конце игры можно увидеть оперативника, очень сильно похожего на Криса из 7-го Резидента. Знаете, как я бы его назвал? Пропавший дублер Криса, который нашел себе новую работу. Похоже, Capcom не хотят просто так расставаться с ним. Я думаю, также многие из вас задумались над сюжетным моментом касательно девочки Эмили. Как она мутировала в страшного монстра, и Леон был вынужден ее успокоить. И как нам в конце сообщили, что девочка жива, а на фото мы можем увидеть ее в нормальном виде. Так вот, мне кажется, Capcom перепутали фото. И здесь оно должно было быть именно вот таким. Потому что по-другому я не могу представить Эмили, которая выжила после всего произошедшего, еще и обратно мутировала в человеческий вид. Ну и нельзя не упомянуть самого сильного зомби в игре. Нет, это не палач. Вы, возможно, удивитесь. Но это местный любитель тишины на пару со своей капельницей. Он настолько мощный, что может одним ударом уложить как местного здорового повара, а его на минуточку не берет с первого выстрела даже реквием. Но вы думали, это все? Нет. Он также спокойно может уложить толстячка, которого зовут Чан, всего лишь одним ударом. Вот такая машина смерти просто. Но подозреваю, это просто Capcom так хорошо тестировали игру и ее баланс. Между прочим, отсылкой на фильмы Пола Андерсона, наверное, является само Ракушкино, его первая часть. Но помимо этого есть и другие. Кстати, и про Злой Визин тоже не забыли. Вообще здесь можно найти куда больше параллелей из Last of Us, например. А фильм «Молчание ягнят» кто-то смотрел? Даже частичка Алана Вейка 2 здесь тоже есть. В общем, что-то фантазия подводит Capcom, и они решили вдохновляться всем, чем только можно из данного жанра. Кстати, Capcom, а что насчет особенной крови Джейка, сына Вескера? Вроде как она должна была стать лекарством от вирусов. Или вы сами уже об этом забыли? Ну и довольно немало мест в игре предсказуемы, и из-за этого теряется эффект неожиданности. Ну что ж, вот мы и подошли к завершению. Если вам понравился обзор, смело ставьте лайк и пишите комментарии с мыслями или мнением. Также, кто остался крайне доволен и игра ему очень понравилась, тоже можете написать ваше мнение. Только будьте добры, аргументируйте, как это сделал я. Фанбаза у Резидента разная. Я лишь хотел, чтобы дорогая игра была крутой и не хуже 4-го ремейка или классических частей. Ведь подобные оценки игра должна заслуживать не просто так. До новых встреч, друзья! И пускай контент продолжает вас радовать. All the better for me. Now that the cat dragged in this nice surprise, your ever so caring brother will definitely show up. I must thank you for being such a good bait. Sixpence.
Леон, ты меня слышишь? Каков твой статус? Ответь, ты благополучно добрался до места? Да, я быстро прибыл на целевую точку. Все благодаря моему кастомному Porsche Cayenne Turbo GT. Это люксовый внедорожник с современным дизайном и высокой производительностью. Третье Что, черт поколение побери, ты такое SUV8. несешь? Леон, у нас совсем нет времени на это. Времени? О, времени у нас полно. Благодаря моим лимитированным Tag Heuer автохрона Hammerhead крутым черным боже. часам с пулеподобными кнопками, Тебя не остановить. теперь мы точно будем знать, сколько у нас времени. У меня просто нет слов. Бинго.